Здравствуйте! У нас сегодня с вами прямой эфир. И мы с вами будем готовиться уже к 8 марта, 14 февраля. Мне очень приятно, что вы все пришли, отозвались. Конечно, приятнее, когда вы со мной и разговариваете именно с вами, а не просто с телефоном. Поэтому спасибо, что нашли время. Я понимаю, что сейчас будние дни. День, может быть, у вас обед. Мне вас очень приятно слышать. Как раз напишите, пока присоединяются остальные, из какого вы города. Может, вы уже у меня были на мастер-классах. Добрый день. Мне очень приятно со всеми увидеться вновь. Так, ну что, приступим. Я думаю, все остальные подтянутся. У нас сегодня с вами такой эфир очень интересный. Я не хотела эти цветы, тюльпаны давать на мастер-классах, потому что это довольно-таки легко. И справиться с этим очень просто. А делать мы с вами сегодня будем вот такие тюльпаны. Вот они. Видите, они очень красивые, оригинальные. Выглядит букет вот таким вот образом. Вот я уже его собрала специально, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Надеюсь, вам он понравился. И мы сегодня с вами именно вот такие вот тюльпанчики будем делать. Сегодня моя задача вам рассказать, какими насадками пользоваться, как вообще ими пользоваться, чтобы они не закрывались, не закрывались, а были именно открытые тюльпанчики. Хотя, знаете, когда они закрываются, это тоже красиво. У нас тюльпаны сначала закрытые, а потом только открытые с Украины. Но вот видите, если не на мастер-классе, так в прямом эфире мы с вами все равно обязательно встречаемся. Так, ну что, начнем с насадок. Значит, насадки мы используем. Стараемся брать большие насадки. Вот такие огромные. Это где-то 4 сантиметра в диаметре. Они большие. Комментарии я не буду брать, хорошо, потому что потом, если что, вы пересмотрите эфир, я его очень стараюсь сохранить. Здравствуйте, девочки из Германии. Давно вас не было, очень хочется, но пока никак. Вот такие насадки. Как видите, это классика. Что-нибудь темненькое есть у меня? Темненького нет, но можно вот так посмотреть. Вот, видите, какой рисунок? Это классика. Следующая классика немного это вот такой. Вот такая насадка. Сфокусировался? Сфокусировался, видите, вот она. И сейчас, нет, еще вот такая есть насадка. Вот. Надеюсь, видно. Приходится подглядывать. Добрый день из Беларуси. Очень приятно. Где купить такие большие насадки? И последняя насадка, которую я сегодня вам хочу продемонстрировать. Я тут уже подготовилась немножко. Это вот такая насадка. Ой, видите, как в дырочке плохо видно. Вот такая насадка. Вот она. Видите? Очень интересная, пышная насадка. И эти насадки можно купить в магазинах, в кондитерских. Я потом постараюсь найти, где я ее купила. Единственное, что неудобно, обратите внимание, здесь очень узкий стаканчик. Видите? Он мало расширяется. И когда мы с вами его вставляем в пакет, у нас с вами, когда начинаете выдавливать, как правило, бывает, она выскакивает из пакета. Как с этим бороться? Ну, во-первых, обрезать прям под самый край. Видите, у меня всего миллиметр не срезано. Во-вторых, я буду использовать второй пакет для того, чтобы у нас надавливание шло на внутренний пакет, а не на этот. И если, мало ли, все равно ваша насадка выскакивает, то по кругу вот этой насадки можно приклеить пластырь. Просто обыкновенный пластырь. И тогда у вас не будет выскакивать. Потому что сладким чем-то намазать можно, например, зефиркой. Ну, это как-то, знаете, потом насадка плохо вставляется, неудобно. Поэтому, вот видите, мы с вами сегодня посмотрели насадочки, которые нравятся мне. Так, торт матери давно ищу. Ищите насадки, я потом постараюсь найти, где я их покупала, и вам расскажу. Вот. Так. Нет магазинов. В магазинах сейчас они уже есть в интернет. Вот, девочки, купила в интернет-магазине. Называется насадка XL, большая. Фирма Тулип Россия. Видите, вот, пожалуйста, обыкновенная насадочка. Вот только отсвечивает. Вот, видите, как хорошо видно, какой рисунок. Получается супер красивая. Букет вот из этой насадки, которую я показала последней. Вот она. Вот эта насадка, это она и есть. Видите, какой красивый букет получается. Очень симпатичный.
Мне очень нравится. Это я вчера сделала, чтобы мне уже, знаете, вам точно показать, что все хорошо получилось. Значит, мы с вами сегодня будем использовать зефир классический. Люблю я классический зефир, хотя сейчас есть много, например, заварная технология. Есть даже зефир на соках, где совершенно не нужно делать пюре. Это все мы в программах вочных в офлайн мы проходим. Там очень много мы проходим зефира, как его сделать вкусовым, как его использовать, какой лучше зефир подходит. Сегодня мы будем с вами использовать классику. Я считаю, что классика это и есть зефир. Ну, немножко, если вы делаете на соках, я считаю, это можно назвать зефиром. Ну, по моему мнению, это немного другой десерт. Ну, хотя очень вкусный. Почему бы и нет? Потому что быстро стабилизируется, удобно работать. Да, насадочки, девочки, 4 сантиметра. Я точно знаю, линейка просто не знаю, где сейчас находится. Это точно 4. А вот большая, может быть, даже больше. Сейчас, секунду. А вот, нашла. Вот, видите, линейка. Сейчас скажу точно. Так, здесь у нас 4 вот эти насадки. А это большая, даже 4,5. Даже 4,5. Рецепт обязательно будет. Сейчас мы с вами приступим к приготовлению зефира, потому что его хранить нельзя. Конечно, можно его, например, хранить какое-то время в духовке при 50 градусах и использовать. Здравствуйте. Но мне больше всего нравится использовать свежий зефир, чтобы он был, прям вот приготовили и сразу сделали. Пожалуйста. Так, и заодно еще вот мы будем сегодня с вами использовать насадку 113 для листиков. Вот здесь вот в букете, если видно, есть листья. Это как раз 113 насадка. Вот повыше там она видны. Мы сегодня все это сделаем. Для листьев я возьму обыкновенный пакет, большой, одноразовый. Сразу все приготовим. Значит, прежде чем делать зефир, вы должны все приготовить. Так, вот мы с вами поставили насадочку. И что я сделаю? Я сразу возьму второй пакет для этого же зеленого цвета. Вот. И буду зеленый цвет ложить в один пакет, потом ставлю в другой. Так больше сохраняется тепло и меньше вероятности, что у вас может насадка выскочить из пакета. Готово. Так, следующее. У нас с вами приготовлен такой большой пакет, потому что насадка огромная, и надо пакет побольше, чтобы сюда потом положить зефир, массу зефирную. И опять же я возьму пакет обыкновенный, многоразовый, извините, одноразовый, и вырежу отверстие такое большое, чтобы у меня потом пакет не мешал, когда мы его вставим в другой пакетик, чтобы было все соответственно, видите? Все, у нас с вами все подготовлено. Будем сегодня пока только одной насадочкой работать. Так, все готово. Ну что, приступаем к зефирке. Так, зашла немного. Так, кто... Да, у Владимира можно заказывать насадки. У Владимира такая насадка стоит 650 рублей. Я считаю, дороговато. Вот такая насадка, которая 4,5 сантиметра, я покупала в каком-то кондитерском магазине, интернет. Я посмотрю, если я не ошибаюсь, на рублей, может быть, 300 стоит. Что-то такое вот. Хотя могу ошибаться. Знаете, я очень плохой коммерсант и часто могу ошибаться в ценах. Купила и забыла. Ну, извините. Так, ну все, переходим с вами. Мне сегодня будет помогать мой муж, Юрий Николаевич. Да, он такой любитель вам все поближе показать, поинтереснее, чтобы было. Уже по 700 рублей, ну, уже по 800. Ну, извините, пожалуйста, Владимир у нас вот такой человек. Немножко вот он, спрос есть, увеличит. Как говорится, коммерция, да, ну, что мы можем сделать? Ничего не можем сделать. Собственно говоря, одну насадку купить, это нас не разорит. Я вас всех очень рада видеть. Вот, ну, приходится. Ну, где вот эту большую насадку взяла дешевле, я вам потом скину, посмотрю, если что, вдруг не вспомню, то я прошу прощения, потому что, ну, извините, бывает такое. Так, ну что, приступаем. У меня сейчас очень удобный такой штативчик, я его переношу. Так, куда я тут его должна перенести, чтобы было видно? Пусть мне Юра помогает. Давай, Юрочка. Ты мой хороший. Вот. Значит, смотрите, у нас с вами в деже, где она у меня тут, держа моя? Так.
Так, давайте я сейчас немножко не переключу. Держи, будешь смотреть. А тебе, чтобы было видно, ты должен переключить. Сейчас, подождите, я это немного... Сейчас мы переведем вот так стрелку. Вот. И тебе будет видно. Вот. Все. Нашла как. Отлично. Видите, не так часто стала сейчас перевести. Значит, где же у нас с вами уже находится белок? Ну, чтобы люди видели. Вот. Белок. Далее сахарный песок и яблочное пюре с лимонной кислотой. Значит, сколько? 40 грамм белка, 40 грамм сахарного песка, пол чайной ложки лимонной кислоты и 100 грамм яблочного густого пюре. Я люблю классику. Теперь переходим дальше. Сотейник. Сотейник, пожалуйста, Юрий Николаевич, покажите. Мы с вами берем 100 грамм сахарного песка. Ой, видите, пересыпала уже. Так, у меня здесь есть такой классный, смотрите, снеговичок, который очень любит сахарный песок, который я лишний сыплю. Я ему всегда его отдаю. Вот, видите? И он такой обжоркой все съедает. Спасибо за подарок, Ольге. Так, насыпали сахарный песок. Теперь нам с вами нужна вода. — 60 грамм воды. И агар, здесь 5 грамм. Значит, агары я всегда взвешиваю на ювелирных весах. Всегда. Какой я использую агар? Агар я использую сила 900 или Беккери. А на данный момент мне эта продукция нравится больше всего. И теперь сюда же я отправляю глюкозный сироп. Примерно 25-30 грамм. Я его никогда не взвешиваю. Я просто кладу глюкозный сироп где-то пол чайной ложки. Мы с вами сейчас делаем пол порции. Вот и все. Глюкозный сироп убрать. Так, все это мы ставим на огонь. Теперь, Юра, сюда, в эту сторону переходите. Да, не бойся. Так, все. Значит, смотрите, мы с вами начинаем взбивать белок и варить сироп. Меня очень многие спрашивают, какой плитой, на какой температуре. Как видите, у меня просто газовая плита. На мастер-классах, как правило, мы преподаем на индукции. Может быть электрическая плита. Совершенно не имеет значения. Самое главное, что мы с вами... Ой, сейчас скажу, а потом... После закипания мы с вами убавляем немного температуру и варим 2,5 минуты. Звук есть. Все, поехали. Держи. Какой скорость? Сейчас. Значит, сейчас мы с вами, я всегда стараюсь сохранить эфир. Сейчас мы с вами взбиваем на самой большой скорости, на максимуме. Вот, видите, взбиваем пюре с белком. Мы сейчас варим полпорции. Зачем мне целая порция? Мне не надо ее вам на эфир. И вот мы с вами варим сироп. После закипания я засеку 2,5 минуты. Периодически я помешиваю для того, чтобы у меня агар не пригорел. Я положила глюкозный сироп. Значит, глюкозный сироп... Давайте я на эти вопросики отвечу позже, хорошо? Лимонную кислоту забыли написать, Юлия. Все правильно, только плюс лимонная кислота. Пол чайной ложечки. Глюкозный сироп 25-30 грамм.
Совершенно верно, молодцы, все прописали, умницы. Вот мы с вами варим. Сейчас могу еще с вами, можете пока вопросы писать, я вам пока могу на них ответить. Пока все это взбивается, видите, у нас белок, уже появился рисунок. Взбивается, дорогой. Но это еще не готовый белок. Его надо взбить очень хорошо. Мы сахарный песок положили и в белок, и в сироп. Везде есть. Девочки, номера насадок я потом посмотрю. Я их еще не проговаривала, я даже на них не обратила внимания. Так, смотрите, закипело. Убавляем температуру, огонь. И я выставляю 2,5 минуты. Все, время поехало, видите? У меня сам миксер, мне покажет, что пора вливать сиропчик. Продолжаем варить сироп. Главное его не опрокинуть. Так, одной рукой держу телефон, а второй рукой... Вот так, чтобы я видела, что девочки пишут. Спасибо. Подержу на всякий случай, а то, знаете, не хочется обжечься. Ничего страшного, что опоздали к началу. Потому что мы с вами обязательно все это проговорим еще раз. Нет, лимонную кислоту, только белок. Ни в коем случае нельзя лимонную кислоту положить в сироп. Нельзя. Я все это проговорю. Сейчас мы с вами сделаем цветочки. У нас с вами будет время вопросы-ответы. И на все ваши вопросы я отвечу. Хорошо? А сейчас мы с вами занимаемся зефиром. Сироп должен кипеть. Белок взбиваться. Где сироп комочками? У меня нет сиропа комочками. Все, варим. Так, сейчас я буду варить. Хорошо, девочки? Да, это я, Лариса Лазарева. Там же было написано. Сейчас мы сварим, все сделаем, а потом с вами далее все проговорим, все вопросы, хорошо? Осталось немного. Посмотрите, у нас с вами белок уже такой пышный становится. Эфир сохраню. На сиропчик наводи. Чуть-чуть подальше. Спасибо. Так, сиропчик варим. Осталось 20 секунд. Проверяем. Юр, надо так, чтобы было видно лопатку. Еще не совсем капелька висит, свисает. Ниточка непрерывная, капелька уже есть. Так, сейчас буду все показывать. Так, смотрите. У нас с вами белок сбился очень хорошо. Видите? Сироп уже, посмотрите, сейчас вам покажу. Сироп у нас с вами непрерывная ниточка, капелька есть, паутинка есть. Все, видите, вот она висит. Дорогая, все есть. Теперь держи, Юрий Николаевич. И мы с вами теперь вливаем сироп. Близко не надо, там все равно ничего не видно. Довольно-таки быстро. Я немного помогу миксеру, так как у меня миксер мощный, а я делаю полпорции. Я немного соберу сироп, который у нас раскидался. Вот, и добью массу. Видите, она уже готова. Ее немного добью. Все, масса у меня готова. Зефирка. Сейчас я покажу. Видите, на венчик намотано.
Все есть. И переходим. Юр, переходим, я сейчас все покажу. Как он переживает, что вам что-то не видно. Вот хотела покрасить в розовый цвет. Ну ладно, покрашу где же. Так, смотрите. А, нет, все-таки мы сделаем по-людски. Ага, начался зефир ко мне приставать. Мы с вами возьмем, немного отложим зефирной массы белой, для того, чтобы ее покрасить в зеленый цвет. Нам надо совсем немного зеленого цвета. Вот так. И теперь я смогу вот эту массу обратно, это будет быстрее, честно скажу, покрасить немного розовым цветом. Буквально капельку. В миксере всегда это быстрее происходит, чем вручную. Юра вам покажет, как я это делаю. Все готово. Видите, как быстро? Ага, успел? Молодец. Все. Убираем чашу. И теперь смотрите, что мы делаем. Что теперь самое важное? Собрать весь наш зефир вместе в комочек. Все полностью собрать. Я оставлю с белыми проблесками, вот с такими. Вот. И видите, все в один комочек, чтобы зефир был теплый. Оставили. Теперь зеленый покрашу. Это я возьму зеленый цвет. И буквально капельку добавлю черного. Буквально чуть-чуть. Угу. И перемешаем. Не знаю, чтобы было хорошо видно. Зефир такой приставучий, вечно куда-нибудь пристанет. К рукам липнет. Вот, зеленый цвет у нас с вами готов. Я его теперь положу в пакет приготовленный. Вот он. Но не весь. Немного зеленого мне нужно будет. Да, немножко оставлю зеленого. Сейчас расскажу для чего. Так, скребочек. Я сюда подтягиваю скребком, это удобно. Оставляем его таким комочком. И вставляем насадочку. Все. Единственное, что я сейчас делаю, это я немножко его укрою полотенчика, чтобы оно у меня не остывало. Так, теперь, что мы делаем дальше? Мы с вами берем, протираем стол влажной тканью. Ох, она вечно что-нибудь придумает. Так, теперь берем, извините, пленку. Это для красивого окрашивания, чтобы были тюльпаны красивые. Вот так вот. Пленка хорошо приклеится к влажному столу. Отрезаем. Так, теперь мы с вами берем массу зефирную и обязательно ее растягиваем. Вот так, прямо на столе. Если вы переживаете, что ваша масса может быстро застыть, вы можете это сделать на теплом противне. Теперь я сюда добавлю еще краситель. Ой, как удобно это перемешать. Давай сюда. И перемешиваю. Видно? Вот. И у нас получается более яркий оттенок. И вот этот яркий оттенок мы выкладываем поверх светлого. Ай, испачкал. Ну, ничего страшного. Так, распределяем аккуратно. Он должен быть чуть-чуть меньше размером. Отлично. И сюда добавляем зеленый сверху. Мне такой нравится, такой колор. Аккуратненько распределяем. Вот так. У нас там кое-где выскочат тычинки зеленые. И теперь все это заворачиваем. Нам нельзя долго все это делать. Мы должны это делать быстро. Вот такую колбаску завернули, видите?
Закручиваем с одной стороны и закручиваем с другой стороны. Все, молодцы. Видите? Теперь берем пакет. Что-то тут сладкое у меня. Туда наведи. Не пойму, бегаю по сладкому. Так, и что мы делаем? Мы одну часть отрезаем, только внизу одну часть. И очень аккуратно вставляем ровненько в наш пакет. Далее мы с вами вставляем пакет с насадкой. Ну, давай, вставляйся. Вот так. Туда поглубже немножко. Все. Вот, видите, у нас получается такое сооружение. Ну и начинаем выдавливать. Мы с вами сейчас перейдем на другой стол. Пока стой там. Вот сюда. Угу. Так, Леночка, ты только обойди вокруг меня. Спасибо. И приходи сюда. Так, ну вот, и мы с вами начинаем делать. А Юрий Николаевич будет показывать. Мы с вами начинаем выдавливать. И вот у нас с вами получаются тюльпанчики. Поближе, Юр, поднеси, чтобы девочки видели, что они получаются у нас красивые. Если мало ли тюльпан начинает, мало ли закрываться, смотрите, я вытираю. Видите, вытерла. И начинаю заново отсаживать. И тогда получаются красивые тюльпаны. Ой, это знаете, почему произошло? И очень хорошо, что оно сейчас это произошло. Я немного не додавила. Вначале он не приклеился. Смотрите, сначала надо приклеить, потом тянуть и отрывать. Приклеить, чтобы тычинки приклеились, а потом только отрывать. Вот так происходит, серединка выпрыгивает, если я плохо приклеила. Ну и продолжаем делать. Поближе, Юр, поднеси, чтобы девочки видели. Вот, видите, какие красивые. Ох, ох уж эти тычинки. Сделаем красоту. Вот. И продолжаем. Видите, выдавливаю, перестаю давить и убираю. И получаются красивые тюльпанчики. Вот, закрылся. Значит, о чем говорит? У нас с вами закрылись, испачкались. Видите, они очень тонкие. Значит, надо поправить. И продолжаем делать тюльпаны опять. Ух уж, пакет. Вот, они, видите, сразу пошел красивый пакет этот. Угу, смотрите, еще раз. Вот они какие красивые. Как только начинает закрываться, значит, я опять протру насадку. Не закрывается, а как бы лепесточки, видите, немножечко становятся не так сильно выражены. Значит, сразу я насадку протираю. И получается опять красиво. Должны постоянно слить. Видите, какой красивый. Когда чистая насадка, получается очень красивый. Вот так. Вот, Юра, они видят вот здесь, вот в этой части. Там уже титры я не выключила. Вот они, видите, какие красивые. И продолжаем выдавливать все тюльпанчики. Периодически протирайте насадку. Также скребочком подтягиваю остатки зефира. Видите, с полпорции получается очень много. О, закрылся. Значит, плохо протерла. Вот, даже бывает лепесток открывается. Ну и все. Закончился зефир. Теперь мы с вами берем зеленый, у меня лежит. И можно сразу сделать листья. Вот он, зелененький цвет. И мы с вами там, где, смотрите, еще можно поправить немножко лепесток. Вот видите, у меня, мы его обратно сейчас поставим. Вот так вот, аккуратненько, видите. И начинаем делать листики. И добавляем красивые листья. Не обязательно это делать на каждый тюльпанчик. Но листья всегда очень как бы освежают наш букет.
там, где закрылись тюльпаны, их с удовольствием скушает мой муж. Поэтому я никогда не расстраиваюсь, если какой-то тюльпанчик закрылся. Можно делать покороче. Можно делать подлиннее тюльпан, листик. И так я добавлю. Видите, какие симпатичные. Надеюсь, хорошо видно. Вот, великолепно. Вот здесь у нас немножко, я вот так возьму его, отрежу. Уже стабилизироваться начинает. И сюда сделаю листик. Даже, например, можно сделать 2 листа, если вы хотите его сохранить, да, тюльпанчик. Ну, я думаю, достаточно листьев. Но сюда вот сделаю лист, получится как бутон, один цветочек. Вот, видите, совсем закрытый бутончик вышел. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас тычинка выпрыгнула. Мы сейчас ее отреставрируем. Вот. И тоже добавим лист. Видите, я не так много сделала зеленого цвета, но на листике нам вполне хватило. Вот такой у нас получился. Единственное, нельзя реставрировать вот этот цветочек, потому что там серединка у нас выпала. Ну, а так вполне симпатично. И вот, Юра, покажи теперь девочкам. Вот, я думаю, достаточно, а то сейчас перебор начнется. Излишки. Излишки нам тоже не нужны. Так, сейчас мы с вами ответим на все ваши вопросики. Сейчас только я ручки сполосну. Уберу грязные. Так, Юр, давай я сейчас соберу у тебя очки. Одену. Так, ну что, сейчас я вам показываю, значит, вот, смотрите, у нас получилось, садись, вот такие тюльпанчики. Так, стол, как-то не знаю как. Надеюсь, вам хорошо видно. Вот у нас тюльпан первый, видите, очень красивый, удачный. Вот этот тюльпан по центру сейчас, это то, что я плохо прижала. Тычинки оттуда выпрыгнули. Сразу протерли насадку и начали работать дальше. И опять все тюльпанчики пошли красивые. Видите, да? Отлично. Сейчас мы с вами переведем камеру. Я отвечу на все ваши вопросы. Так, а вот и я. Обратите внимание, мы с вами очень быстро справились. Тюльпаны из зефира, мне кажется, это вообще самое легкое, что можно сделать. Самое легкое. Ну уж легче, наверное, вообще ничего не бывает. Это тюльпаны. Так, могут тюльпаны загороваться из-за недобитой массы. Конечно, да. Если вы белок плохо взбили, да, потом туда влили горячий сироп, и масса еще осел, и вы опять его не добили, то, естественно, тюльпаны будут закрываться, потому что зефир будет тянуться. Ваш зефир должен в итоге, когда вы поднимаете венчик, не одним клювиком быть, а много-много таких рваненьких этих, ну, он должен быть хорошо сбит. Как собрать букет? Вы готовите под букетницу, а потом в нее вставляете цветы. Значит, зефир должен стабилизироваться. Ну, сейчас у нас сухо в Петербурге, у нас отопление, где-то 6 часов стабилизируется. Вот этот зефир, который у меня сейчас в букете, он стабилизировался ночь. Утром я его присыпала, опудрила пудрой. Вот, и затем собрала букет. Это очень быстро тоже. Под букетницу собрала и все туда. Вот, я вам так подниму, видите, они какие красивые у нас с вами есть. Так, насадка. Да, насадка очень красивая. Она 4,5 сантиметра. Сейчас я вам буду постараюсь отвечать на вопросы. Немножко придвину, чтобы мне вас хорошо видеть. Видите, я в очках, да? Так, не получается. Опять же, не получается. Почему? По той причине, что вы не добили белок. Далее могло не получаться по той причине рваться, наоборот, вот лепесточки не вытягиваться, а рваться. Значит, вы переварили сироп, или ваш зефир уже стабилизировался. Что еще? Просили сказать номера насадок. А какой у меня номер? Да, Юрочка? Вот. Нет, там нету. Она же у меня в мойке. Сейчас посмотрю. Насадочка. Насадка 321 XXL. 321 XXL. Это насадка промышленная. Она продается и не так дорого стоит. Ну, как видите, результат просто бесподобный. Очень мне нравится. Значит, я люблю работать на живых белках.
или на белке сухом. Я считаю, что белок сухой – это просто высушенный белок, и ничего там нет противного. Единственное, когда вы берете белок сухой, вы должны его заранее замочить, минут хотя бы на 20, и далее использовать. Я замачиваю 10 грамм сухого белка на 60 миллилитров воды. Добрый день. Смотрите, тюльпаны вы можете крепить, как вам нравится. Вот в таком виде, да, я их могу сверху присыпать пудрой, не снимая. Далее я могу ставить на подготовленную подбукетницу, так как пяточка будет влажная, липкая, она будет просто у вас приклеиваться к болванке. Ну, болванку, естественно, мы тоже обрабатываем, я все это рассказывала в мастер-классах как, потому что пенопласт – это вредное вещество, его надо изолировать. И все, можно так и оставлять. Далее туда листики или добавить листики, как вам уже это нравится. Но можно использовать, конечно, и зубочистки. Если у вас большие цветы, то можно их тоже использовать. Но тогда вы должны своих заказчиков непосредственно предупредить о том, что там находятся острые предметы. Так, сейчас на данный момент, если у вас еще есть какие-либо вопросы, вы, пожалуйста, задавайте, я отвечу. Так, поближе насадку. Девочки, насадку, она сейчас грязная. Кидаться мыть ее у меня второй нету. Хотя, наверное, есть. Тогда одну минутку, подождите, я принесу. Хотя, вы знаете, эту насадку я показывала. Сейчас расскажу про вкусовой. Так, вот насадочка. Надо что-то такое сейчас не будет показывать. Сейчас я на блинчик вот так вот. Вот она, видите, какой рисунок. Вот эта насадка 321 XXL. Большая, 4,5 сантиметра. Значит, я не варю, сейчас расскажу про сироп, спросили. Я не может варить сироп до 110 градусов при классической этой технологии. Но мне больше нравится варить по времени где-то 2,5 минуты, полпорции. Здравствуй. Я тоже очень рада, Александра. Сбилась. 3,5 минуты, если целая порция. Потому что, во-первых, зависит от вашей плиты. Как быстро она варит, как что. И я всегда проверяю на паутинку и на капельку, которая должна задерживаться, а не падать. Можно использовать не только яблочное пюре. Я вполне могу делать тюльпаны. Вчера вот я их делала на апельсиновом соке. Также можно использовать совершенно, например, вишневое пюре. Это уже зависит, знаете, тюльпаны, мне кажется, вообще из всего получаются. Они могут не получиться только в том случае, если вы не добили белок. Или если вы слишком долго взбивали зефир после вливания сиропа, очень долго взбивали, и он у вас стал стабилизироваться, и тогда у вас будут лепесточки не вытягиваться, а обрываться. Вот это может быть. Опоздала, запись постараюсь сохранить на сами еще 15 минут. Это так все быстро здесь происходит с этими цветочками, очень быстро, поэтому у нас есть с вами время сегодня спокойно все обсудить. Значит, вкусовой зефир. Вкусовой зефир тоже несложно сделать. Вы должны смотреть по рецептуре. Очень часто самое легкое – это заменить часть яблочного пюре на любое другое пюре. Если вы делаете пополам, то зефир практически всегда без изменений можно использовать, без изменения рецептуры. Но если ваша, например, ягода кислая, то у нас с вами, вы знаете, что лимонная кислота мы кладем только в белок. В агар ни в коем случае нельзя ложить лимонную кислоту. И если у вас ягодка, я мужа отпущу, давай, Юрочка. Если у вас ягодка кислая, то в этом случае надо добавить агара, где-то 1-2 грамма, смотря какая ягода, насколько кислая. Насадки эти я брала в интернет-магазине. Еще тут, девочки, потом пересмотрите, это уже не будет, да, комментарии. Есть Владимир, который их делает, но он берет безумно большие денежки. Ну, можно, собственно говоря, и купить. Вот. Пюре заготавливаю, на зиму подойдет. Да, я пюре тоже заготавливаю на зиму. У меня очень большой сад. Сейчас мы снимаем мешками яблоки, его заготавливаем. Почему только из апельсинового пюре? Я сказала, что можно использовать любое совершенно пюре.
любое, какое вам нравится. Единственное, что я не советую, для тюльпанов я не советую использовать облепиху и манго. Хотя там тоже есть свои хитрости, как сделать так, чтобы все взбилось хорошо. Да, Сашенька здесь тоже, Наташа тоже, здравствуйте. Что за Владимир? Да есть такой у нас Владимир, который делает насадки. Вот, он, девчонки, вам потом кинут эти ссылки. Номер 321XXL этой насадочки. Глюкозный сироп не успела. Так, добавлять глюкозный сироп. Так, глюкозный сироп я добавляю обязательно. Смотрите, если вы в зефир не добавите глюкозный сироп, значит ваш зефир срок годности всего 3 дня. Как только вы добавите глюкозный сироп, который можно заменить на инвертный сироп или на мед, то значит ваш зефир срок годности 7-10 дней. Значит, инвертный или глюкозный сироп, он предотвращает кристаллизацию, сохраняет более долгий срок годности и убирает сладость, если есть глюкозный сироп. Он, потому что всего 80 углеводов содержит. Как заготавливают яблочное пюре? Это уже совершенно отдельная история. Это мы должны его яблоки помыть, порезать. Я тоже всех вас рада видеть. Надеюсь, скоро еще увидимся в феврале. Помыть и запечь в духовке при 120 градусах. При 180 градусах в духовке где-то 30-40 минут. Так, а если в яблоки добавить клубничное? Клубничное нет, ничего, агар увеличивать не надо. Берете просто 50 грамм яблочного, 50 грамм клубничного, и все остальное в рецептуре остается. Да, у него 800 рублей, говорят, сейчас стоит. Последний раз, когда я с ним общалась, он писал 350. Это было давно, я решила, это, 650, я решила, это дорого. И не стала брать у него эти насадки, потому что это так легко. Одну купил насадку, ее достаточно. Так, вытирали. А тряпочка влажная. Так, у девочки тряпочка у меня, я ее бросила. Значит, тряпочки, которые я вытираю насадки, она обязательно влажная. И эта тряпочка именно для того, чтобы вытирать насадки. Вы должны ее стирать в хлорирующих веществах, потому что она у нас только для вытирания. Вот, и ни в коем случае нельзя вытирать там стол или что-либо. Это отдельное, специальное для вытирания насадочки. В том году, да, в том году были 300-350, а теперь уже нет. Так, последовательность работы ручным миксером, если нет помощников. Все очень просто. Вы можете, например, сначала сварить сироп, затем взбить белок. Далее, как только у вас белок взбился, вы доводите сироп до кипения и вливаете. Одной рукой вливаете, другой рукой взбиваете. Но под чашу положите влажную ткань. Тогда у вас не будет мисочка бегать под ручным миксером. Хотя, если вы, например, начинаете работать уже на заказ, то, конечно, лучше купить планетарный миксер. Букета, а купите эту насадку. Ну, собственно говоря, да, насадка окупится, не так это дорого стоит. Ингредиенты умножаем на 2. Да, если вы делаете полную порцию, то на 2. Но это большая порция. Насадка называется «Дикая роза». Может быть, я не помню. Есть насадки. Ну, вот видите, здесь уже подсказывают, где они есть. Так, дальше мастер-класс, где можно посмотреть расписание. У меня можно посмотреть на странице. Значит, страница у меня Лазарева. Так, 260369. Сейчас пытаюсь написать. Да вот, пожалуйста, я вам кинула. Это мой аккаунт. Вот, и вы можете, пожалуйста, заходите. Там есть расписание моих мастер-классов. Дешевле уже, да? Ну, я уже не знаю, здесь все пишет, непонятно. Может, у вас еще есть вопросы по существу. Не по цене насадок, а по существу. Потому что мне, например, вам интереснее ответить на какие-либо вопросы, касающиеся зефира, а не обсуждать Владимира, это его право. Нет, получается, девочки, из апельсинового пюре. Вот, пожалуйста, можно взять сок апельсиновый. Можно взять сок апельсиновый. Это я вчера готовила. Зефирки я сразу сделала 3 по полпорции. У меня еще осталось очень много. Видите, здесь и апельсиновый, и вишневый, и яблочный. Здесь разные. Вот, и видите, все получается. Я специально вчера экспериментировала для того, чтобы в эфир выйти, быть уже полно уверена. Вот, поэтому, девочки, все получается. Из апельсинового пюре великолепно получаются тюльпаны. Значит, надо правильно добить, надо правильно сварить сироп.
Но если у вас совсем не получается, то я вас приглашаю на свои очные мастер-классы, которые проходят по всем городам. Особенно люблю Москву, у Ольги. Очень прекрасная студия. Очень люблю эту студию, очень люблю Олю. Там уютно, прекрасно. Подача обедов, как в ресторане. Душевно. Мне очень нравится, поэтому я вас приглашаю. Места в Москве есть, в Петербурге, к сожалению, уже нету. В Калининград собираюсь, но не знаю, будем смотреть. Или весна, или осень, еще пока неизвестно. Сейчас идут переговоры с организатором. На этот букет ушло, наверное, да вот, полпорции, девочки. Вот это все, что мы сделали, это будет достаточно на букет. Видите, они никуда не упадут. Это же зефирчик, полпорции достаточно. Я делаю сюда больше. Ну, во-первых, мне есть сюда кому отдать. Как раз вот этот букет я сейчас выставлю для жителей Санкт-Петербурга и области. Сделаю розыгрыш, я его бесплатно отдам. Кто захочет, кто живет рядышком, я его бесплатно, этот букетик, отдам. Сок апельсина вместо воды в сироп. Да, можно сок апельсиновый взять вместо воды полностью, вместо пюре. Объедините пюре и сок, и получится у вас вообще просто на соке. А можете оставить пюре вместо воды, добавить апельсиновый сок. Это уже вообще будет как вам угодно. Я говорю, сделать зефир вкусовой очень легко и просто. Вот сейчас в Тюмени у нас будет этот курс. Дай бог, если все будет хорошо. Я буду рассказывать, как делать вкусовой зефир, как из обыкновенной рецептуры, немного думая, можно сделать любой вкус. Девчонки, скажу честно, такой букет я еще ни разу не продавала. Вообще я ценовую политику не очень знаю, по той причине, что я преподаю. Я вас обучаю делать эту красоту. А вот продавать я знаю, что вот этот букет, который... Недавно я делала букет 30 сантиметров диаметром. У меня есть на странице, он стоит 5000. Букет, который в диаметре 20 сантиметров, мы продаем где-то за 2500. Опять же, зависит от того, какие у вас цветы. Есть монобукеты, есть букет, например, сразу 3-4 вида. А в Тюмени когда? В Тюмени, пожалуйста, зайдите в расписание. Сейчас это долго мне искать будет, наверное, в своем ежедневнике. Тюмень у нас вот в феврале. Тюмень у нас с вами с 11 по 14, по 13 число. Благовещенск тоже есть, девочки. Благовещенск уже выставлен. Благовещенск тоже есть по расписанию. Он будет в мае. Группы уже собираются. В Петербурге места есть на капкейки цветочные. На остальные мастер-классы группы полные. Вот. Но есть еще места в Москве. Я очень вас жду. В Казани у меня нет приглашения, у меня там нет организатора. Бывает, но меня пока туда никто не пригласил. Как только пригласят, найду организатора и обязательно приеду. Я очень люблю путешествовать, поэтому приезжаю. В Уфе у нас перенесен мастер-класс, он будет. Не помню, когда в Уфе. Он должен быть в январе, в мае. У нас с вами Уфа будет 21-22 мая. Да, Благовещенск тоже в конце мая, с 26 по 30. Ставрополь. А Ставрополь 14-15 мая. В Ростове, да, скоро уже. В Ростове у нас будет, вот сейчас скажу. Нижний Новгород уже набраны группы. А Ростов, вот, девчонки, тут не люблю в эфире этим заниматься. Давайте вы зайдете ко мне на страничку и посмотрите. Извините, пожалуйста. Хорошо? Вот это все. Так, вы поддерживаете рабочую температуру зефира, когда делаются цветы. Да, если у меня, например, порция большая, я могу прогреть духовку до 50 градусов и выключить, и какое-то время держать в духовке. Также я могу их... Например, как сегодня, да, просто завернула в полотенце. Я знаю, что цветы тюльпан надо садить 5-минутное дело, и зефир все равно не успеет стабилизироваться и остыть. Поэтому, смотрите, многие, например, берут термопакеты или еще что-либо. Это уже много вариантов, как использовать. В Германию мы планируем как раз, сейчас скажу точно, Германия уже планируется. Германия у нас в начале августа, 5, 6, 7. Англия в мае, в начале мая. Это все у нас есть. Главное, чтобы у меня визы есть.
главное, чтобы нас не закрыли из-за пандемии, чтобы не было локдауна, то я обязательно к вам приеду. Уже сказала, путешествовать я очень люблю. После вливания сиропа взбивать по времени нет, девочки. После вливания сиропа мы с вами вливаем с той скоростью, так быстро, насколько работает ваш миксер. У меня миксер очень мощный, 1500 оборотов. Я вливаю практически сразу все. Если ваш миксер более слабый, значит, вы должны вливать и смотреть, чтобы ваш миксер забирал сироп, а не он там лежал у вас целый, вот знаете, вот как лужей. И должны смотреть, чтобы ваш сироп не разжижался, чтобы немного оставался рисунок легкий. Затем в конце вы все выкладываете полностью и уже тогда взбиваете до образования такого, знаете, как легких пещерок. Не перебейте. Чем дольше вы взбиваете, тем масса остывает. При 40 градусах агар уже стабилизируется. Если он стабилизировался, все, ваш зефир будет рыхлый. Поэтому, пожалуйста, все зависит от вашего миксера. Сейчас у нас миксер еще пока не подорожал. Если вы хотите купить Кен, вот можете взять по моему, например, промокоду. Промокод — это моя инстаграм-страничка. И я делаю скидку на мастер-класс 10%, которые подешевле, 20%, которые подороже. Кен вот только на официальном сайте, пожалуйста, покупайте. Только на официальном сайте, срок годности 5 лет. И машину не ремонтируют, а меняют. Так, у нас с вами время заканчивается, поэтому тюльпаны можно делать по любой технологии, по классической, по заварной. Вчера я делала вот в этом букете 3 вида тюльпанов. 1 классика и 2 заварных. Заварной на пюре, заварной на соке и классика на пюре. Поэтому вот вам подтверждение, что все тюльпаны получаются по любой технологии. Так, все. Я сейчас с вами прощаюсь. Мне было очень приятно, что вы... Про агар. Что там был про агар у нас? Какой вопрос, девочки? Я не видела. Я пользуюсь вот агаром Эль-Бейкери 900. Он на данный момент самый вот... Написано 900, значит 900. Мне он очень нравится. Я пользуюсь сейчас только им и беру именно такую большую упаковку. Она самая удобная. Сколько такой букет стоит? Я уже ответила. Пожалуйста, пересмотрите эфир. Вот. Как просушить зефир, если владелец в комнате. Вы знаете, сейчас для просушки зефира есть специальные, делают такие ящики-этажерки с полочками. Даже такие узкие, которые можно поставить на подоконник. И там спокойно просушить. Поэтому можно найти спокойно. Вот у меня это фанерка от моей такой штучки складной. Я сейчас туда поставлю, спокойно просушу. Как видите, у меня кухня, как многие говорят, нету рабочей зоны. У меня кухня всего 4 квадрата. Все, видите, закончилась. Ровно 2 на 2 кухня. Поэтому комната у меня тоже небольшая, но тем не менее мы находим место, где это все просушить. Спасибо вам большое, что вы были со мной в эфире. Мне очень приятно, что вы все пришли. Поэтому мы сейчас с вами заканчиваем. Я вас жду на своей странице. Приходите, смотрите. Нет, если агар 1200 сил, вы должны его уменьшить. Как рассчитать, есть в интернете. Ну все, спасибо вам большое. Ой, как шатается. Я вас с вами прощаюсь. До новых встреч. У меня скоро будет еще один марафон. Скажу вам по секрету, у меня 27 января, 27, не помню, января, февраля, будет еще один бесплатный эфир. Довольно-таки уже скоро, наверное, января. Да, января. Где покупаю агар? На Эль-Бейкери, на сайте Эль-Бейкери покупаю агар. Там все, и сироп покупаю, и загустители покупаю. Эфир сейчас буду сохранять. Вот я должна выйти, чтобы сохранить эфир. Если я сейчас не выйду, я его не сохраню. Поэтому, девочки, до свидания. Спасибо большое вам. До свидания.